случае с Олимпусом Инферно создается такая вот проблема, что с одной стороны говорят то, что мы и так уже знаем, ничего нового нам не говорят, с другой стороны, вроде как патриотизм, мы тоже его и так испытывали, соответственно, зачем нам еще раз? А нужно возвращаться к этой теме. А смысл этого испытывания патриотизма? То есть мы испытываем патриотизм на данный момент, да, можно сказать, паразитируя на другом государстве. Получается, да. И вообще сама система... Дело в том, что, скажем, мы можем испытывать прилив патриотизма, когда мы победили какого-то очень сильного врага. А если мы считаем, что данная ситуация была такой серьезной, что надо было очень много сил к этому приложить, чтобы победить, то, в общем-то, для патриотизма не очень-то много повода. Если мы считаем, что мы не сделали ничего особенного, сделали то, что должны были сделать, опять-таки, в чем тогда гордость? Это обычная ситуация. То есть она необычна, но я имею в виду, что в данном случае войска повели так, как должны были себя вести. И вот эта вот двухсмысленность на самом деле этой ленты, если мы будем думать, зачем она сделана, какие чувства мы вызываем, а к чему она апеллирует, какой разговор заводит, то получается, что предмета для разговора как бы и нет. Лента уже создается, скажем, по законам медиасферы, по законам блогов, а не кино, когда задача именно возмутить спокойствие. Неважно, какой реплика может быть пустая, а главное зацепить некую реакцию, чтобы опять пошло обсуждение, чтобы выстроилось какое-то отношение, чтобы опять некий канал дал генеральную, скажем так, толчок, и пошло какое-то обсуждение на эту тему, опять-таки в рамках этого канала, в рамках этих обсуждений. Можно прийти на ум, мы можем вспомнить такую, например, картину, которая была снята раньше насчет чеченской войны. Это картина «Чистилище». Бей обеих. Куда их бить? А они куда ребятам били? По яйцам. Туда же и бей. Прямо туда бей! Сначала фильм позиционировался Невзором как документальный. Ну а потом больше игровых моментов. Это был полудокументальный, потом оказалось, что на 80% фильм постановочный, сам уже Невзоров говорит, что это игровая картина. В данном случае была конкретная задача создать вот этот негативный, такой черный пиар, опять-таки. И мы, обсуждая картину «Чистилище», не столько снова говорим о фильме, сколько о чеченской проблеме, о мясорубке, о властях, о войне, о молодых людях и так далее. То есть все то, что, в общем-то, к кинематографу не относится. Вот назревает вопрос такой вот. Прокатит ли подобное кино через 5-6 лет после того, что случилось? То есть будут ли смотреть «Олимпус Инферно», если бы «Олимпус Инферно» была снята, допустим, сегодня, либо через 5 лет после того, как произошло? Будет снято через 5 лет, возможно, именно некое кино, действительно кино, которое будет поднимать вопрос основополагающий, обладать художественными ценностями более высокими, а картины, как вот «Олимпус Инферно», будет перекочевывать вот именно в медиасферу. Это будут какие-то блоговые фильмы, которые, кстати, мы видим, это вот те самые маленькие видео, скажем сказать, фильмы, которые вот снимались по поводу Голодомора, например, политиками, которые снимал Митрофанов для того, чтобы опять-таки Украину позлить с главной, где играл. Сейчас очень много документального интернет-кино. Это даже не документальное, это нечто среднее между жаршем, каким-то вот стёбом, иронией, снятое с помощью эффектов и частично даже уже не позиционирующие на самом деле себя как документальные. Изначально, да, они говорят, мы снимаем по фактам, но сам факт по себе еще может ничего не значить. Проблема же, во-первых, как он интерпретируется. Мы навязали русским гонку вооружений, которую они с их экономикой не могли выиграть. Но это был лишь отвлекающий маневр, для того, чтобы у нас был заказ на производство оружия. Пока русские строили ракеты, мы побеждали их джинсами, кока-колой и голой задницей. Фильмы «Zeitgeist», да, «Дух времени», там вышло целых 2 серии. Вот. Они очень популярны, они в интернете. Если зайти на любую социальную сеть, где поддерживается видео, можно будет увидеть то, что достаточно много людей. Много фильмов, которые, фильмах, я их могу назвать фильмами, это ролики
рассказывающий там правду об алкоголе, правду о курении, или о заговоре властей, или что-нибудь в этом роде. Причем там так и пишут, это правда, она везде замалчивается, мы одни ее знаем. Это запрещенный фильм. Это запрещенный фильм, который посмотрела там, или социальные ролики. То есть, на самом деле, это вариант такой пиар-акции, рассчитаны на манипуляцию сознанием, но сделаны в оболочке картины. То есть Олимпиус Инферно, по сути, это большой высокобюджетный ролик, социальный ролик, сделанный в форме фильма. И со временем, наверное, будет восприниматься именно так. Я сейчас не могу сказать, насколько это плохо или хорошо в будущем, насколько это плохо или хорошо сейчас, как социальный ролик, но это вылетит в другой жанр. Даже если производятся такие фильмы, да, вот о теории заговоров, там, о том, что нас зомбируют, это не значит, что нас не зомбируют. То есть даже если допустим, какой-нибудь парень снял фильм про то, что рыба-карп это плохо, потому что в ней очень много костей, это не значит, что на самом деле в ней нету много костей. И это не значит то, что, может быть, это действительно плохо. Но с такой навязчивостью об этом, наверное, не стоит. Тут дело даже не в навязчивости, а то, что на самом деле за этими фильмами они все как пиар-акции, когда ты можешь выделить картину, которая действительно несет идею, и картина, которая ее не несет, в том, что изначально, когда мы посмотрим фильм и зададим вопрос, так что от меня хотят, мы ответа не получим. Значит, это пиар-акция. Мы смотрим некий социальный ролик, и там говорится, поглядите, Россия там гибнет, много алкоголиков, много там тунеядцев, спасай Россию. И что? Confessa amore mio, io non sono più il solo l'unico, hai nascosto nel cuore. Если там сказано некие прямое действие, например, возьми этот телефон, позвони или пойди посадить дерево, я понимаю, так, хорошо, мне говорят посади дерево, я посажу дерево, сделал добро. Если мне никакого действия не говорится, если мне говорят просто делай добро, делай общие дела, все плохо, я не понимаю, что именно это. Подобная штука, она углубляется в эпоху СССР, когда не обращали внимания на насущные проблемы у себя на родине, но зато в Зимбабве дети голодают. Это можно очень удобно, переключить внимание людей с натуральных проблем на других. Кстати говоря, очень хороший был принцип у Геббельса, как мы знаем, во время правления нацистской партии, когда митинги протеста очень хорошо ретушировались, их не запрещали. Делалась такая политика, что, скажем, создавались аналогичные митинги против какой-нибудь там дурости. Например, я сейчас говорю от балды, но смысл был такой. Например, митинги против пекинесов. Если мы на одном канале видим митинг против повышения налогов или митинг против, например, введения единого госэкзамена, на другом канале показан митинг против пекинесов, на третьем по канале митинг против создания партии голубых, мы начинаем относиться негативно ко всем этим митингам в целом, потому что нам кажется, что большая часть людей, которые митингуют, занимаются какой-то ерундой. Мы еще будем не раз возвращаться к подобной теме, поскольку мы сами являемся средством массовой информации, эта тема нам очень близка. Поэтому те проблемы, которые мы поднимаем в этой программе, будем поднимать в других, весьма актуальны. Смотрите нас. С вами был Давид Саралидзе и Игорь Маликов. До свидания.